Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео, оказавшись на канале Таро Немо. Таро расклад, что прояснится, загаданный человек, его отношение к вам и осуществится ли задуманное вами. И мы, конечно, не знаем, кто это будет. Либо это будет человек, который, вам близок, или вы в нем заинтересованы, может быть, и он заинтересован в вас, и это связано с личной жизнью. Но это может быть любой вопрос. Это может быть высокопоставленное лицо, с которым вы сейчас ведете переговоры. Или это может быть как руководитель. Или есть какой-то, тоже вопрос, тема, который именно с конкретной персоной связан, с конкретным человеком. И от его решения будет зависеть исход дела. Вот я такое тоже допускаю. Не знаем, что нам расскажут, поэтому пойдем с вами дальше. И наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Не важен возраст, везде свои какие-то вопросы, да, или какие-то нужды, будем говорить, или взаимодействие с людьми. Ну и рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И вначале краткая сигнификация. Пусть нам расскажут о вас. И если уж мы спросили, задуманный человек, то что там у вас происходит вообще? Может быть, и с задуманным человеком. Ну вот, пожалуйста, император. У кого-то такой император дома. Да, вот такой генерал, который говорит, как вам делать, как вам не делать. И вы устали, может быть, даже где-то вот от этого марша нескончаемого. Для кого-то из вас это высокопоставленный чиновник, руководитель. Или давайте объединим. Тот человек, пусть даже дома, или это пусть будет касаться работы, может быть и каких-то контактов, когда вы решаете тему по документам, когда приходится учитывать именно и положение законов, или то, что принято в обществе менталитетом. И тут вправо-влево особо не повернешь. И, видимо, как вот правильно с ним провзаимодействовать? Или решится, может быть, ваш вопрос или нет? Вот вы сейчас просто ищете видео, открыли это. Именно прояснится, да, мы спросили. Основной вопрос. Тут правда выпадает тот человек, который больше имеет ресурсов, чем у вас. Ну, вот это на самом деле так. Может быть, это ресурсы, которые касаются финансов, а возможно, это те ресурсы, которые как длинные руки у человека. Ну, тут будем говорить, тут есть какое-то взаимодействие, правда, или по работе, или, хотя так неоднозначно, у кого-то личная жизнь и финансы. Здесь может быть еще и какие-то прежние, может быть, истории. Вот у нас сегодня колода Ева, и именно в ней как 22, точнее, старших аркана, и в 22 это Ева. Эта карта говорит о вашей мудрости. Эта карта говорит о вашей способности объединять необъединимое, о том, что ваше какое-то желание исполнится, мои дорогие. Вот тут правда. Вот так вот, и практически 2 старших аркана, в середине 8 пентаклей. И я больше вижу, вы сейчас, видимо, обдумываете, где же мне там свернуть правильно, как мне так вот объединить, чтобы и мне было хорошо, ну и, может быть, договориться. Но вы мудрее. Тут человек может быть, знаете, больше построен или, такова его, может быть, внутренняя организация даже, да, когда вот именно должно быть так, как он хочет. Тут может быть и обидчивый человек, и сложный человек, и тот, который одновременно привык командовать. Вам может быть непросто в общении с каким-то человеком, а для кого-то в личной жизни. Но вы именно сильнее тем, пусть у вас нет тех ресурсов, которые есть у него, но вы мудростью своей сильны. И поэтому карта предвосхищает, да, тут тебе придется где-то лавировать или работать над отношениями. Но если ты что-то задумал или задумала, ты сумеешь осуществить эту конфигурацию. Еще один старший аркан. Здесь может быть взаимосвязь, взаимозависимость по отношениям, когда вопросы страсти и вопросы финансов. Может быть, даже, если вы смотрите, мы сказали, что у вас больше мудрости. Глаз мудрости, он сильнее, чем вопросы страсти. Вы сильный человек уже тем, что вы можете, как-то погасить в себе, даже если правда. Прежде были чувства, или даже есть сейчас, например, но вы ими управляете. А человек, видимо, с этим справляется намного хуже.
Потому что если вы готовы, настроены где-то и лавировать, или найти вот этот узенький фарватер, чтобы так это проплыть аккуратно, ну, я говорю иносказательно. Нет, наверное, тут и для императора, да еще и с учетом аркана 15-го есть два мнения, и мое, и неправильное. То здесь очень сложный какой-то человек, мои дорогие. Это точно. Может быть, тот человек, от которого хочется сбежать, мои дорогие. Может быть, человек вам послал какое-то сообщение, или у вас с ним состоялся какой-то разговор, после которого вам хочется, уже захотелось, либо это все бросить и забыть, либо вы понимаете, что, ну нет, тут как-то не понадеешься, в любой момент как будто раз и свинтил. Или взял и опять какой-нибудь номер, ну так учудил, и для него-то это правильно, а для вас это вообще непонятно что. Тем не менее, видимо, пока судьба вас не разведет, это точно. Потому что вы можете как совсем скоро, кстати, может быть, буквально сейчас, сегодня, да, или в ближайшие дни получить какое-то сообщение от этого человека. А с чем это будет связано? Давайте перемешаю. Иногда вот эта карта восьмерка свечей, здесь это как восьмерка жезлов, говорит о том, что вам совсем скоро, приготовься, придется как-то действовать. Или, я могу сказать так, может быть, у кого-то уже проигралось. Почему вы открыли расклад? Потому что в вашей жизни сложилась такая конфигурация, когда вам нужно действовать, и каким-то образом человек в этом либо участвует, либо имеет, как знаете, роль, вес, именно, ну, не буквально понятно, а вот за счет своей ресурсности он может что-то осуществить, а в ваших руках этой власти нет. И что же это будет? Правда? Совсем скоро будет какое-то либо общение, либо получение бумаги, известия от этого человека. И, скорее всего, вы знаете, либо вам предстоит какая-то встреча, либо вы будете, это точно, может быть, и себя уговаривать на что-то. Потому что, приготовьтесь уже это больше наперед. Нам говорят о том, что придется вам занять такой нейтралитет, как будто воспользоваться каким-то моментом, предложением, может быть, даже на какой-то сложный вообще выбор, потому как мы понимаем, что мы в средствах ограничены, и вот в наших руках только есть определенные ресурсы. Человек располагает большим. А у вас вот этого маневра, кроме единственного, нет. Вам нужно решить какую-то свою проблему, довести ее буквально до победы, а дальше будет видно. И эту возможность, это точно. Тут будет даже не одно известие, а может быть вы получаете бумагу или, правда, какая-то информация, разговор. А следом, ну, выбор у вас все-таки будет. Что-то вы тут будете обдумывать, мои дорогие. Но каким-то образом есть элемент победы от взаимодействия с этим человеком. Поэтому так в целом тут нужно что-то продолжать, потому что и у вас ведь эта победа будет. И более того, какой-то период взаимодействия с этим человеком вам принесет либо какой-то шанс, либо возможность, либо, может быть, поможет составить конкретный документ. Вообще, по сути дела, нам карты все раскрыли. Все вопросы, которые я задала, они как-то так выпали у вас сигнификации. Ну, вот кому подходит. То есть тут более чем конкретная тема. Для кого совпадает круг вопросов, мы сейчас с вами продолжим все-таки, рассмотрим поподробнее, да, его отношение к вам. Вот такие вопросы зададим. Я сейчас это сложу немножко поподробнее, чтобы понимать, чего ожидать, может быть, или как вариант развития ситуации, или развития этих отношений. И в самом начале отношение человека к вам. Тут именно есть какая-то персона. Его отношение к вам. Пусть нам раскроют карты все тайны. Вот точно, смотрите, восьмерка свечей. Здесь может быть тот человек, мои дорогие, который прежде, ну, вроде бы император, но такой, знаете, очень импульсивный может быть человек. И тем не менее, он вас видит, ну, как хочется сказать, зернышко своей новой жизни. Или какую-то возможность. Вполне вероятно, человек готовит уже какой-то документ
или обдумывает. Человек абсолютно уверен, что вы ему по судьбе. Человек абсолютно уверен, что решает он. А вы здесь согласитесь с любым вариантом, который вам предложат. Человек уверен, что эта встреча состоится. Вот правда. Человек также уверен, что он командует парадом. Это точно, мои дорогие. Ну хорошо. А как дальше будут развиваться события? К чему все идет? К чему идут эти отношения? Вот нам карты теперь отвечают. Смотрите, два старших аркана. У вас наступит тот момент или тот период жизни, когда вы, правда, получаете еще одно известие. И вот для какого-то осуществления или для какого-то процесса, или для решения конкретного вопроса, или задач, вам будет необходим этот человек. Причем вы сейчас этого не видите. Вы об этом даже, та обстановка, которая сейчас создалась, и которая будет в последующем, вы сейчас об этом не думаете. Вы не думаете, что в принципе может сложиться какая-то конфигурация обстоятельств, когда именно через договоренности с этой персоной вы сумеете, может быть, решить какой-то свой очень сложный вопрос. Я должна сказать, что вполне вероятно, обстоятельства сложатся так, что вам придется именно с этим человеком договариваться. Как бы странно не звучало, но какое-то взаимодействие, два старших аркана говорят, что сепарация только иллюзия. Тут эти отношения будут продолжаться, и каким-то образом вам это будет полезно дважды. К чему же все идет, к чему идут ваши отношения? Вот посмотрите, еще и колесо фортуны. Вот хотите их верьте, хотите нет. Но вот наш сегодняшний расклад именно так складывается. Колесо фортуны, которое идет к королеве перьев. Но это как королева мечей. От вас потребуется, возможно, вы вместе будете обсуждать какие-то документы или даже рассматривать совместно какой-то вопрос. И этот вопрос, он будет именно в вашем, прерогатива ваша. Вам нужно будет что-то осуществить. Более того, скорее всего, в этом тоже вам придется наводить какую-то коррекцию, но вы явно можете, колесо фортуны говорит о том, что хоть и вы принимаете окончательное решение, но, видимо, так будет сценарий судьбы ваш раскладываться, что вы поймете, зачем. Как будто по воле высших сил вам был послан именно этот человек. И ваша сильная позиция будет в том, что много рационализма, нет эмоций, а вот со стороны человека будет конкретный интерес. У нас не случайно карта дьявола выпадала, потому что, вы знаете, может быть, и раньше это было наоборот. Может быть, это вы отзеркаливаете друг друга, но вот именно теперь это ваш рационализм и сильное желание со стороны определенной персоны. Вот, видимо, пусть это даже чиновник, может быть, ему, есть какие-то интересы, когда взялся за дело, нужно довести до ума. Или это, как, знаете, такой вызов своеобразный, вызов его чести, может быть, да, все-таки император выпадал. Или вызов, как его способностям, может быть, даже и так, да. Тут как-то складывается сюжет и сложится в дальнейшем таким образом, что если ваша связь, ваши контакты на сегодняшний день, они такие еще, может быть, 50/50, то в последующем здесь что-то как выйдет на финишную прямую. Здесь действительно будет что-то проясняться. Так вот, что же тут прояснится? У вас прояснится тот вопрос, почему, возможно, вы не смогли решить эту тему с самого начала. Вы узнаете о человеке что-то такое, о чем вы раньше о нем не знали. У кого-то, если по личной жизни и было расставание, был разрыв, была ссора, может быть, даже буквально уход, и неважно, ваш или человека, то вы здесь определитесь, почему же это произошло. Кстати, это могло быть и также из-за того, что не поняли друг друга. Может быть, когда и один, и второй был на эмоциях. Или, я бы сказала, вы были в чем-то уверены, а вот точно вы поменялись местами.
А у человека в тот момент, когда вы были уверены, может быть, расслаблены, или уже где-то думали, что победа у меня в кармане, а может быть, это даже не победа, вы уже собирались завершать сами отношения, я вот такое тоже, или оставлять какой-то вопрос нерешенным, потому что думали, что ну это уже все, это уже конец, это край. Дальше тут не может быть никаких вариантов. Но у человека, он как бы, понимаете, хотел вас опередить. Хотел, ну, чтобы не ему испытывать какую-то боль, а чтобы в любом случае этой боли для вас было больше. Вот что-то подобное вы можете узнать. Ладно, к чему же это тут все идет? И что прояснится? Вы знаете, тут мог быть человек какой-то, как третье лицо, или какая-то помеха, которую вы не видели, не знали. Это тот человек, который, возможно, как, ну, за кадром. Или как, знаете, в тени находился. И мог воздействовать на этого человека, давать ему советы. Может быть, это друг, подруга, да. Может быть, кто-то из родственников. Какие-то третьи невидимые силы. Они оказывали влияние на загаданного человека. Так вот исподволь, незаметно, аккуратно, но, может быть, это человек, который как раз воздействовал, хорошо знает даже лучше. Может быть, имеет шикарную интуицию, а может быть и правда. Это такое, как родня, которые, ну, вот далекая пусть родня, но, может быть, знают человека много лет. И вот эти вот струны, на которых можно сыграть свою мелодию, явно человек этот знал. Вот, то есть третье лицо. Или есть какие-то третьи факторы, почему у вас что-то не пошло. Или почему не осуществился какой-то проект, ну, может быть, в самом первом варианте. Вот есть какая-то путаница и есть тайна, есть игра третьих лиц, чужая игра. И вы о ней даже не подозревали. Хотя, может быть, и догадывались, но человек не принимал какого-то непосредственного участия, чтобы можно было его назвать помехой. Ладно, так а что же прояснится еще между вами? По нулевому аркану здесь будет глупость, так и хочется сказать, прояснена. Конечно, это новое течение жизни. Или, как знаете, перевернуть страницу собственной судьбы и начать писать что-то, как новую главу своей повести судьбоносной. Аркану Солнца – это всегда ясность. Если мы спросили, ну так что же прояснится? Так вот, какой-то, может быть, предыдущий шаг. Или почему была заминка, задержка? Почему, когда что-то вроде бы как развивалось, почему оно ушло вот в какую-то паузу? Почему человек не захотел подписать в свое время какую-то бумагу по рыцарю Пентаклей? Или почему он поступил каким-то другим образом? Или когда, может быть, даже ушел от определенной меры ответственности? Вот это будет у вас все проясняться. Что еще прояснится? Вот это точно. Будет у вас абсолютно точное видение, что были третьи персоны, повторюсь, или третьи факторы, которые без конца вставляли палки в колеса. Либо ваше дело, ваше взаимодействие, либо вашу совместную заинтересованность. Кто-то не хотел, чтобы развивалось именно так, как это, возможно, нужно было вам. Или как были даже с этим человеком прежние договоренности, тут кто-то вмешался и переиграл полностью, все карты спутал, хочется сказать. Словно приходит инкогнито и все козыри забирает. Очень интересно, мои дорогие. Давайте-ка я сдвину. А пусть нам расскажут поподробнее, что это за третий фактор или что это за человек, который вам, ну, тем не менее, это какая-то помеха. И если уже мы спрашиваем, осуществится ли ваше желание или задуманный вот какой-то проект, и тут есть ведь взаимодействие, нам сказали и наперед, то что из себя представляет вот тот человек или те факторы, которые вам палки в колеса и вставляют. Тут может быть конкретный человек, который заинтересован, буквально, чтобы вот эта персона, которую вы загадали, оставалась в одиночестве или оставалась в одиночестве. Это может быть даже воздействие кого-то из близких. Это может быть воздействие родителей. Тут ведь и так, да, вот какие-то советы. Потому что
хочется какому-то человеку руководить вот этой игрой, руководить вот этими отношениями. Или руководить, если мы говорим даже какая-то, ну как номенклатура. Вы рассматриваете именно взаимодействие с персоной, которая официальное лицо. Значит, явно человек держал совет, может быть, своим начальством или обращался к кому-то. И там вот эта другая игра, о которой невозможно, да, вот как бы просчитать, потому что вы человека не знаете, вы не можете предположить вообще, возможно, кто он, что это, что он там задумал. Так вот там всеми способами, как будто хотелось, чтобы, ну вот третий фактор и третьи персоны видят какой-то свой приоритет, свою силу. Человек, хоть он у нас и представлен императором, он как будто более управляем, мои дорогие, пока он в чьих-то руках. Он более вот как с завязанными глазами. Я сказала, а карта нам показала. И вот этот человек, обратите внимание, словно вот так вот его окрутил и делай, что хочешь. Может быть и буквально это даже женщина, вот кто знает. И вполне вероятно это может быть еще и постоянный, знаете, контроль над человеком. И я ведь не могу сказать, что кто-то там его бдит или там какое-то расписание его проверяет. Но, может быть, периодические звонки, периодические разговоры, пару-тройку фраз, когда, скорее всего, человек обладает недюжинным умом и шикарной интуицией. Может обойти так острые углы, что вот вами задуманный человек, он даже не догадается о том воздействии, которое было на него, ну, как произведено. Что же это за человек? Тут хитрый, скорее всего, человек. Смотрите, выпадает аркан Евы. Вы как будто предложили другое будущее этому человеку. И именно загаданная персона стала неуправляемой, непредсказуемой, потому что вы появились и ваш вопрос. Может быть, даже, опять же, возвращаюсь, если кто-то смотрит, и это именно связано, руководитель, чиновник, понимаете, ну почему-то именно в вашей личности человек видит опаску. Или то, что вы можете воздействовать, аркан Ева, намного сильнее, мудрее вот той персоны, которая тоже достаточно, ну, сильна. И причем человек здесь не глупый, тут недюжинный ум. Но себе умеет сказать человек правду. Вот тут правда, вы как невидимо столкнулись с третьими силами, с третьими факторами, когда вы сильнее. Вы сильнее, и люди это понимают. И поэтому не хочется, чтобы вот какая-то история решилась для вас плюс, стало быть, для какого-то человека это может означать минус. Поэтому вот от начала до конца, как будто запутать надо было, и вы на это не могли никак влиять. Как будто вы предложили будущее. Как известно, будущее, но это так эфемерно, правда? Возможно, какой-то совместный план или вариант устраивал и загаданную персону. Но со стороны третьих лиц это будущее, это, ну, еще не синица в руках. И поэтому дважды, где-то, может быть, видя заинтересованность загаданного человека, вот, либо персона третья, опять же, уже могла программировать, что человек не просто станет неуправляемым, а вы для него как глаза на многие вещи можете открыть. Когда вы как будто научите его жить, но по-другому. Вы другую часть жизни для человека откроете. Но это все ни разу не входило в планы вот именно третьих персон или третьих лиц. Вообще, давайте я соберу все это, и мы с вами, чтобы была полная колода. Так что же прояснится? Что прояснится и что решится для вас? Вот давайте, что прояснится и осуществится ли ваше желание. По сути дела, или задуманное, да, что ждет
именно с загаданным человеком. Ну, интерес ведь ваш есть, мы уже это поняли. И интерес, потому что еще, ну, как история ваших судеб, она не соединилась в том пункте X, когда есть, ну, какое-то взаимодействие, которое будет означать новый отчет. Итак, так что же прояснится, может быть, в ближайшее время? Именно между вами. Здесь может быть как какой-то спор, да, здесь вот нам буквально говорят. И этот спор будет касаться именно для того, как решить вопрос. Здесь вам будет что-то предложено, мы уже знаем, что воздействие третьих лиц есть. Здесь вам заранее подготовленный вариант будет озвучен. Примите это к сведению. Но ваша задача, как будто сейчас, ни в коем случае, вот справедливости аркан, для вас будет очень важно, чтобы, если вы оформляете документы или договариваетесь, ну, в любом случае, и документы должны быть подписаны в согласии с законом. И так, чтобы закон берег, мои дорогие, вас. 4 свечей. У вас все перспективы не только победу осуществить, договориться, но и иметь буквально праздник после победы. У вас действительно какой-то вопрос может решиться, причем он может быть прописан на бумаге. Это не просто пустые договоренности, но для этого... А вот что нужно для этого? Что, к чему вам именно приготовиться? Что вам будет необходимо? Ну, хочется сказать, смотрите, ну, хитрее, видимо, придется быть. С одной стороны, это вы можете быть для человека конкретного. Тут, по крайней мере, будет, знаете, легкое общение будет важно. Вы, видимо, нам ведь уже говорили, что вы как, ну, вы как свежий ветер какой-то. Ну, вот есть заинтересованность все-таки в вас. Может быть, это непринужденная беседа или любопытство именно по отношению к вам лично. Поэтому вы умный человек, вы мудрый человек, но вам как будто свой ум и мудрость нельзя демонстрировать. А что же вам еще делать? По 5 перьев здесь как будто, знаете, ой, это вот странно, да, такое сочетание триплета. И король свечей, ведь это всегда руководитель. Вот вам нужно какую-то историю взять как будто в свои руки, но сделать это незаметно, потому что по нулевому аркану все-таки мы говорим, это как с новым подходом. Или это как, ну вот, знаете, не выдавать свой ум, не выдавать то, что вы узнаете какую-то информацию. Возможно, когда вы начнете приглядываться вот как раз к третьим факторам, третьим персонам, что вы разгадали чей-то хитрый ход. Здесь нужно будет уходить от конфликта. Здесь не так просто это сделать, потому что вот от вас потребуется выдержка, стойкость. И где-то, вот смотрите, с 7 свечей, здесь могут быть какие-то как, ну и сплетни, мои дорогие. Здесь могут быть такие факторы, которые вас тоже будут отвлекать. Здесь могут быть специально какие-то путанные ситуации, в которых вы можете оказаться, будьте к этому готовы. Но в конечном итоге для вас будет решаться какой-то вопрос. Причем так, знаете, очень, я бы сказала, не быстро. Что еще? Что потребуется от вас? Паж свечей. Ну вот, наверное, помним, да, у нас эти карты уже выпадали. Как будто вам нужно будет для получения желаемого сконцентрировать всю свою волю и постоянно анализировать любую новость, любую информацию, как будто перепроверять, чтобы у вас было солнце, чтобы вы решили какой-то свой вопрос. У ваше желание осуществится, но совсем не теми методами. Для кого-то из вас еще придется достичь вот этого взаимопонимания, возможно, и доверия, а более того, как будто тут история, которая должна пройти свой определенный период. Возможно, вам потом придется еще ждать каких-то документов, даже так. Или как будто уделять внимание постоянно этим отношениям. Вот поэтому карты раскрывают, кстати, на что мы можем рассчитывать. Нам приходится, ну как, одевать маски с этим человеком, мои дорогие. По-другому не получается. Во-первых, опять же, третий фактор и третьи лица. Или какие-то условности. И о себе, понятно, много не рассказывать. Пусть лучше думают, что мы где-то сглупили, чем
Ну, усыпить с вашей позиции нужно бдительность, потому что с другой стороны, там наоборот, понимаете, там к вам присматриваются, там наоборот пытаются разобраться, что же вы за птица такая. Вот это точно. Что ждать от этих отношений в ближайшее время? Ну, правда, тут будет что-то, какой-то вопрос, пересматриваться, то, что было как в прежних позициях, оно уже так не будет. Сама судьба вмешивается, и на какой-то процент вы окажетесь перед выбором, что вот так, как вы предполагали раньше, я уже где-то об этом говорила, так оно не пойдет. Вы можете получить ту новость, когда понимаете, что ну, для вас это как единственная зацепка. Вот почему, может быть, были нужен человек, или были важны эти отношения, или какой-то контакт у вас такой вот по судьбе, потому что человек как будто еще не сыграл, ему только предстоит сыграть свою роль в вашей судьбе. Но это будет связано с тем, что и у вас как будто что-то заканчивается. У вас именно возможности. Ведь 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это финиш. Вот какая-то прежняя ваша, возможно, перспектива завершается. Возможно, вы получите ту новость, вы ее пока не видите, как я говорила, или вы пока не видите, как сложится обстановка, два старших аркана. Тут как что-то завершается по судьбе. Тут действительно, вот посмотрите, как рушатся полки, мои дорогие. То, что длилось слишком долго. И для вас будет совершенно необходим, опять же выпадает эта карта, тот человек, который, ну вот, будет продолжаться взаимодействие. Именно потому, что у вас что-то меняется, а у человека не меняется ничего. Вы можете искать как центр безопасности, вы можете искать как точку опоры. Вот как бы это странно ни показалось. И, видимо, император все-таки выпадал. Мы говорили, что ресурсов у него больше, чем у вас. И именно этим вам человек и может быть полезен. А вот и он сам. К чему идут эти отношения? Решится ли ваш вопрос? Королева Пентаклей. Ну, это-то, кстати, могут говорить даже о том, что у кого касается личной жизни. Тут статус может меняться. Тут вам будет что-то предложено. Я не говорю, что мы сразу идем под венец, но ну, какая-то, может быть, даже сложная история, она получит все-таки окончательное какое-то решение, и это каким-то образом будет менять ваш статус. Вам этот выбор будет сделать очень непросто. Но, видимо, аркан Солнца. Посмотрите, Солнце. Дальше у нас, причем справедливость должна быть. Двойка свечей. Ну, мы не уйдем от этого взаимодействия. И посмотрите, по шестерке перьев, ведь это карта заслуженного успеха. Вам потребуется мужество для того, чтобы сделать сложный выбор и на что-то решиться. Но это того стоит. Девятка чаш. Карта изобилия, процветания. Вообще, это карта денежная. Это как достаток. Это благополучие. Вот вам, в вашу судьбу, да, пришел этот человек, так или иначе, чтобы вы каким-то образом, посредством его, улучшили, может быть, и финансовое положение, или решили ряд вопросов по документам, а может быть, даже смогли отправиться, куда-то переехать. Ну вот кто знает, может быть, это чиновник, который именно жилищный вопрос ваш решает. Я такого тоже не исключаю. Ну давайте тогда мы с вами... Тут будет, ну прямо как по судьбе, решение какой-то темы вашей, наболевшей. Пусть это не так быстро. Пусть вам где-то это психологически будет сложно. Плюс еще и кто-то палки в колеса вставляет. Ну давайте мы спросим, а как действовать вам? Пусть карты дадут нам совет. Опять колесо фортуны. По колесу фортуны мы не должны отложить что-то на потом. Скорее всего, принимай, что идет именно вот на твой порог, в твою жизнь. Сам куда-то не торопись. Постоянно вот анализируй, что у тебя происходит. Может быть, это вам. По рыцарю свечей тут у нас буквально спасатель. И для кого-то будет такая ситуация, когда
Вы можете сделать что-то такое хорошее, что для вас, кстати, вы можете даже этого не заметить. Или каким-то образом состоится такая важная беседа, когда человек к вам проникнется, это вы будете как спасатель. Но точно так же я могу предположить, что и человек в какой-то период жизни для вас может этим быть спасателем. Карта мага. Конечно, тут может быть человек, который очень продуманный, да? Тот, который тоже умеет хитросплетения строить. Но мы будем говорить, что мы ведь достали вам карту. Как вам быть? Вот вам нужно быть под стать. Все стихи в руках. Мы говорили, что вы мудрее. Да, там тоже непростые силы, непростые люди. Но, видимо, ваша природная мудрость, а может быть пережитый опыт, проб и ошибок, вам дает, с одной стороны, возможность не замечтаться, потому что что-то на кону стоит очень важное. И, может быть, даже, если придется где-то воспользоваться вот этой синицей в руках, то у вас есть возможность, правильно провзаимодействовав с данной персоной, осуществить какое-то свое желание. Причем это желание более чем материально, потому что у нас изобилие, процветание, возможность, ну и, по сути дела, организация вашей жизни. Королева Пентаклей, та, которая из хаоса в своей жизни создает благополучие и порядок. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.